Всех приветствую. Обзор-анализ, прогноз криптовалют. За последние 24 часа рынок показывает в основном рост. Биткоин подрос почти на 5%, и основная масса всех альткоинов находится в зеленой зоне. Недолго шорты по биткоину оставались у нас на высоких позициях. Судя из графика, кто-то набрал огромное количество шортов, но продержал их достаточно недолго и уже основную часть их скинул. За последние 24 часа произошло снижение на 79,5% шортов на биткоине. Видимо, предыдущее падение полностью удовлетворило того, кто открывал эти шорты, человек заработал и закрыл свои позиции. Что у нас подтверждает бычье настроение, так это количество лонгов на эфириуме. Шорты у нас остались на прежнем уровне, но за последние 24 часа произошло увеличение почти на 25%. По Ripple, в принципе, все на прежних позициях, немного увеличилось количество шортов, плюс 7,6% за последние сутки. Что касается страха, он все еще экстремальный и, скорее всего, так и останется в ближайшее время. На сегодня это цифра 22. Существует вот такой наглядный график сезона альткоинов, и за последние сутки он у нас продолжил снижаться. Мы вышли из зоны сезона альтов и направились вниз. Для наглядности вот пик предыдущего альт-сезона, сезона биткоина, конец 17-го, начало 18 года. Мы также забирались в данную зону и стремительно отправились прямиком вниз. Больше таких хаев мы не наблюдали. Были какие-то попытки, небольшие, недолгие заходы в данную зону, и с тех времен вот именно то, что мы видели за последние месяцы, это и был так называемый сезон альтов по данному графику. Сейчас же мы направляемся вниз. За последние сутки было ликвидировано более 47 тысяч трейдеров и отобрали у них 276 миллионов долларов. В основном это были шортисты. Не всегда у нас обворовывают лонгистов, на этот раз побольше отняли у тех, кто топил за падение. Хешрейт у нас обновляет минимумы, это неудивительно, с учетом того, что из Китая пинками просто выгоняют майнеров, хешрейт биткоина продолжает падать. А на истории существует такая зависимость, что при падении хешрейта падала и цена биткоина. Из последних добавленных новостей была только одна, это на монете Avalanche AVAX. Обновление для Apricot. Новость добавлена была вчера, а само событие будет отыгрывать до 30 сентября этого года. Из интересных новостей это Binance прекращает обслуживание резидентов канадской провинции Онтарио. В данной провинции существуют какие-то отдельные сложные правила, и поэтому биржа Binance внесла данный регион в список юрисдикций с ограничениями. И до конца года все пользователи из данного региона обязаны закрыть все активные позиции и просто перестать пользовать биржу Binance. ФРС назвали стейблкоин Tether вызовом для финансовой стабильности. Так считает президент Федерального резервного банка Бостона Эрин Розенгрен. Он называет данный токен новым разрушителем рынка краткосрочного кредитования. Нам следует подумать шире, что может разрушить рынок краткосрочного кредитования. Конечно, стейблкоины – это один из элементов, заявил Розенгрен. Также он обеспокоен отсутствием регулирования рынка стейблкоинов, и это мне напоминает классические новости, когда хотят задампить рынок. Классика – негатив из Китая, классика – негатив для Тезера. И всегда все возвращается в позитив в последующем. И вот мы видим снова нападки на самый популярный стейблкоин Tether. А Илон Маск спровоцировал создание нового токена. В прошлом видео я рассказывал, как он в своем твиттере опубликовал пост. Мы в очень Шибу Ину будут звать Флоки. Я еще специально загуглил и посмотрел, что нет такого криптоактива Флоки. Но спустя 9 минут после публикации Маска на Uniswap был создан токен Флоки. И его цена всего за час выросла на 795%. Просто вдумайтесь, из-за какого-то твита. Какой-то человек просто создал токен, все монеты у него, и цена взлетела на 795%. Просто одномоментно из-за того, что он успел все это сделать, создать, он стал просто миллиардером. А возможно, было не все так просто, и этим создателем был Илон Маск, либо его приближенные люди. Не зря же он выбрал именно это слово в качестве имени собаки. Ripple вызвала в суд бывшего сотрудника SEC. Они не назвали его имени, но он является экс-чиновником комиссии по ценным бумагам и биржам в США. SEC, естественно, стали протестовать. Это означает, что Ripple хочет под присягой допросить бывшего сотрудника SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам возражает против показаний. Стороны не могут урегулировать разногласия и хотят, чтобы судья Сара Недберн решила, произойдет ли это. Об этом написал адвокат Джеймс Филан. Сразу возникли предположения, что речь идет о Джее Клейтоне, который ушел в отставку 23 декабря 2020 года, в день, когда регулятор обвинил Ripple и ее руководителей в незарегистрированной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP на 1,3 миллиарда долларов. Судья Недберн удовлетворила ходатайство Ripple на получение информации о внутренней торговой политике SEC. По словам юриста, эти документы раскроют, как регулятор классифицировал токен XRP.
и другие цифровые активы, включая биткоин и эфириум. И после изучения этих документов, если выяснится, что биткоин и эфириум в принципе очень схожи с XRP, и при этом биткоин и эфириум не попали под какие-то санкции со стороны SEC, то тогда и XRP не будет как-то ограничиваться, и все с ним будет нормально. Регулятор ценных бумаг и Банк Испании займутся надзором над криптоиндустрией. Очередная новость, как государство собирается контролировать крипту, и на этот раз в Испании решили наделить сами себя такими полномочиями государственные органы. Обязательным будет открытие для стартапов штаб-квартиры офисов на территории ЕС. Окончательно же регулирующие криптоиндустрию законы в Испании будут подготовлены к концу 2021 началу 2022 года. Теперь Танзания планирует отменить запрет на криптовалюты в стране. Центральный банк данной страны работает над отменой запрета использования цифровых активов, который ввели в ноябре 2019 года. Отношение президента Танзании к криптовалютам предельно ясно, но нужно подождать и посмотреть, сделает ли Центробанк страны конкретные шаги по принятию криптовалют. Пока, конечно, рано делать такие выводы, что биткоин будет легализован в такой стране, как Танзания. Вполне возможно, они последуют путем других стран и будут производить и использовать на официальном уровне свою собственную криптовалюту CBDC. Давайте посмотрим, что происходит на графиках биткоина и нескольких других криптовалют. За последние сутки биткоин знатно так просел и снова коснулся расчетной нашей зоны, после чего резко пошел наверх. Это означает, что в данной зоне все-таки присутствует заинтересованный покупатель, который пока не позволяет опуститься криптовалюте ниже. Если не брать в расчет данную тень на предыдущем падении, то у нас образовалась достаточно красивая и хорошая дивергенция на разворот с данных уровней. Взглянем на часовике по объемам. На данном падении, как вы видите, были объемы, которые давили вниз, но вот здесь на отскоке как раз таки от расчетной зоны мы получили также неплохие объемы, которые гонят цену наверх. С учетом того, что как раз таки здесь были открыты шорты, получается, человек, который их открывал, вот на данном падении заработал, потом закрыл все эти шорты. Если посмотреть на более мелком таймфрейме, а именно на 15 минутках, то данное движение очень похоже на импульс. Если данная волна сейчас превысит вот этот пик, то очень будет похоже на 1-2. Сейчас мы дорисовываем предполагаемую тройку, потом будет четверка и пятерка. Сейчас еще одну штуку проверю. Вот здесь. Здесь двоякие показатели. Либо пятерка могла завершиться уже вот здесь, и мы уже побывали в четверке, сейчас идем в пятерке, либо эта тройка завершается. Но не суть важно. Здесь главное, что очень похоже на отрисовку предполагаемого заходного импульса. На часовике наблюдается сопротивление в виде скользящей средней двухсотки, и по ее пробитии и закреплении здесь мы увидим еще один фактор на то, что биткоин все-таки хочет пойти повыше. Что же касается движения на 15 минутках, если данная разметка верна, то ориентировочная зона, куда может прийти пятая волна в данной структуре импульсной, то это 34,5 тысячи долларов за биткоин. Если мы преодолеем вот этот пик. Как известно, первая цель — это, естественно, предыдущие пики. Как раз таки мы сюда практически уже дошли, а расчетная зона находится вот здесь повыше, на названных ранее уровнях. Также вот на 15 минутке можно понаблюдать, как красиво отработала вот эта скользящая средняя. Мы ее пробили, вверху протестировали и пошли дальше наверх. Это отличный знак. Вот бы еще и на более старших таймфреймах такое же показать, потому что от нее мы уже, вот смотрите, пробили. Здесь протестировали ее снизу и повалились вниз. Здесь не смогли пробить. Вот здесь ее, конечно, хорошо бы пробить, тогда будет подтверждение очередное на поход на более высокие уровни. И все это дело еще подтверждается вот этими объемами предполагаемой третьей волне данной структуры. Что у нас по эфириуму? По эфириуму таких объемов мы не наблюдаем, но также мы пришли в расчетную зону, откуда получили отскок наверх. Посмотрим, чем это будет являться. Давайте глянем на часовике, есть ли здесь такая же подобная структура, как на биткоине. Но здесь все это объемами не подтверждается. На биткоине все подтверждается, на эфириуме этого нет. Но зато также вот на 15 минутках скользяшка красиво отработала. Так что, думаю, можно предполагать и что здесь на эфириуме также мы пойдем повыше. Есть на это хороший шанс. Расчетная зона находится вот здесь, но первая зона — это, естественно, предыдущий пик. Вот такая структура просматривается на эфириуме, но еще раз повторю, на биткоине все это подтверждается большими объемами. Здесь появились, конечно, объемы в третьей волне, но они не такие, какие могли бы быть для подтверждения третьей волны. Что у нас по Ripple? Так, откроем 4 часа. По Ripple мы так сильно не упали. После данного движения наверх мы скорректировались всего лишь наполовину. По эфириуму и по биткоину мы упали практически до предыдущего лоя. Что у нас здесь на часовике? Объемов пока нет. А есть ли у нас пробитие скользяшки на 15 минутках, как на предыдущих монетах? Что-то не особо. Что можно отметить на эфириуме на часовике? Структуру похожую на импульс. Опять-таки объемами мы это все дело, движение это не подтверждаем. С объемами это не бьет.
передается, но чисто визуально по структуре это напоминает импульс. А данная пятиволновка, естественно, является целой волной. Сейчас у нас вторая волна. Предположительно, может здесь произойти разворот третью, четвертую и пятую волны. Расчетная зона коррекции в волне 2 находится вот здесь. Мы как раз здесь и находимся. Отсюда можно поискать лонги. Если ниже не пойдем, то скорее всего, то ориентировочная зона третьей волны находится чуть выше уровня сопротивления. Но думаю, здесь рисковать не стоит, если выше пойдем. Вот уровень сопротивления как раз и будет нашим потолком пока что. Первая зона, естественно, это предыдущий пик. Здесь также стоит понаблюдать. Если пойдем выше, здесь также можем отбиться вниз. Локально выглядит неплохо. Еще бы объемами все это подтвердить. По достижению здесь пика нужно будет еще раз посмотреть на индикатор, на объемы, на другие факторы. Будет ли здесь подтверждаться третья волна. Пока это лишь наиболее вероятный сценарий, на мой взгляд. Что у нас по биткоин-доминации? Биткоин-доминация у нас продолжает идти наверх, но при этом сохраняя диверы на все более возрастающий вариант похода вниз. Именно из-за возросшей доминации на рассматриваемом в данном ролике в начале графике сезона альткоинов, поэтому сезон альткоинов и заканчивается якобы, потому что доминация прет наверх, но стоит доминация развернуться вниз, и сезон альтов тут как тут вернется. Еще одна монета из комментариев — это Dash. Что у нас изменилось здесь с последнего прогноза? Также предположительно глобально это волна 1, сейчас мы снижаемся в волне 2. Если смотреть на последнее движение, последний импульс, то мы все еще в нисходящем канале, и приоритет здесь также на снижение. Попытались пробить нижнюю грань, вниз не ушли, но и вернулись также в канал, в котором продолжаем снижаться. Давайте посмотрим также на более мелких таймфреймах Dash, что у нас здесь. Объемы, конечно, не слишком большие, мягко сказано. Нет, по Dash здесь пока что я бы не стал говорить, что нисходящее движение как-то может здесь закончиться. Пока также все смотрит вниз, и хаи понижаются, лои понижаются, и в канале мы находимся нисходящим, и заходного здесь нет, ни объемов нет, ну практически никаких факторов пока что на разворот нет. Единственное, что можно в плюс зачесть, это то, что мы не стали пробивать нижнюю границу и вернулись хотя бы в канал, но он нисходящий, он все еще смотрит вниз. Dash пока также вероятнее всего пойдет ниже. Можно задать справедливый вопрос, почему по Dash вниз, а по тому же Ripple, например, наверх. По Ripple при построении данного импульса, смотрите, 1, 2, 3 мы не пересекли четверкой пик волны 1, то не нарушает разволновку, и 5 волн вверх у нас как бы есть. Да, объемами мы это не подтвердили, но структура сохранена, хотя бы можно увидеть здесь импульс. Что у нас по Dash? По Dash мы, вот у нас конец предполагаемой четвертой волны, если бы она здесь была, и она зацепила и даже закрылась ниже пика волны, предполагаемой волны 1, что нам намекает на то, что здесь нет импульса. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!